Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем готовить праздничный стол и соберем меню, которое обязательно удивит и порадует ваших гостей. Поделюсь с вами вкусными рецептами, которые подойдут для любого торжества. На моем канале вы найдете и другие варианты праздничного меню. Я оставила ссылки на них в описании под видео. Обязательно загляните туда, чтобы почерпнуть еще больше идей для вашего праздничного стола. Надеюсь, эти рецепты вдохновят вас и помогут создать по-настоящему особенную атмосферу на вашем празднике. Салат оливье – это классика, ставшая символом праздничного стола и неотъемлемой частью новогоднего застолья. Каждый из нас хотя бы раз в жизни готовил его по традиционному рецепту. Но что, если попробовать слегка отойти от классики и внести нотку новизны в любимый салат? Сегодня я предлагаю вам оригинальный вариант оливье. Вместо картофеля мы добавим твердый сыр, который придаст салату пикантность и новую текстуру. Для приготовления я взяла 200 грамм твердого сыра, 200 грамм вареной колбасы, можно заменить на куриное филе, 3 куриных яйца, сваренные вкрутую, 1 банка консервированного горошка, маринованные огурцы, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки майонеза, соль, перец и отварная морковь, 1 или 2 штучки, зависит от размера. Все ингредиенты для этого салата уже подготовлены, кроме моркови. Ее отвариваем до готовности. Начнем сразу из лайфхака. Если доска скользит по рабочей поверхности, оберните ее пищевой пленкой, и она станет более устойчивой. Твердый сыр нарезаем кубиками размером около 1 см. Сыр добавит необычный вкус и текстуру, заменяя картофель. Колбасу либо куриное филе нарезаем также кубиками, чтобы все ингредиенты гармонично сочетались в салате. Яйца, отваренные вкрутую, я отваривала 8 минут после закипания. Охлаждаем в холодной воде, очищаем и нарезаем кубиком. Огурцы я предпочитаю использовать маленькие, маринованные. Если огурцы очень сочные, слегка отожмите их, чтобы салат не получился водянистым. У горошка сливаем жидкость из банки и добавляем к остальным ингредиентам. В большой миске соединяем все подготовленные ингредиенты. Добавляем сметану, майонез. Хорошенько перемешиваем. Я забыла за морковь, добавила. Еще раз перемешала. Пробуем на соль, перец, если нужно, добавляем. Перекладываем готовый салат в красивое блюдо или подаем порционно в отдельных чашах. Украшаем зеленью, укропом. Такой салат станет оригинальным украшением вашего стола и обязательно понравится всем гостям. Сочетание нежного сыра, хрустящих огурцов и кремовой заправки делает этот рецепт особенным. Сегодня готовим очень вкусный, прозрачный как слеза, холодец из куриных окороков, или как его еще называют, заливное. Готовится он очень быстро, вам не понадобится варить его несколько часов, а потом переживать, чтобы он застыл. Все готовится очень быстро и просто. Для приготовления нам понадобится окорочка 2 штучки, лук 2 штучки, соль, перец горошком, лавровый лист, желатин. Окорочка тщательно вымойте, удалите желтые шкурки на суставах, остатки почек, жир, перья, если есть. Я еще удаляю шкуру. У нас в семье ее никто не ест. Заливаем окорочка чистой водой и доводим до кипения. Проварите ножки 5 минут при слабом кипении. Затем слейте этот бульон, он нам не понадобится. Если курочка была домашняя, пропустите этот шаг. Ополаскиваем ножки и кладем в кастрюлю. Заливаем чистой водой, чтобы она покрывала где-то на 1 палец. Добавляем лук. 1 луковицу я не очистила, только обрезала хвостики и промыла под проточной водой. Таким образом бульон будет иметь желтоватый оттенок. Убираем пену и доводим до кипения. Как только бульон закипит, убавляем огонь, высыпаем перец с горошком, добавляем лавровый лист и варим при слабом кипении около 1 часа. За 5-10 минут до конца варки холодца посолите бульон. По истечении времени выключаем огонь, убираем с бульона лук и мясо. Оно прекрасно проварилось, буквально отходит от кости. Сразу же в бульон я добавляю 2 зубчика нарезанного чеснока и даю чуть постоять, пока займусь мясом. Даем ему чуть остыть и отделяем от кости. Из 2 окороков у меня получилось вот такое вот количество готового мяса. Затем нарезаем небольшими кусочками. Настоявшийся и чуть остывший бульон процеживаем в отдельную посуду.
Посмотрите, какой он красивый, наваристый, прозрачный, с желтоватым оттенком, который дала нечищенная луковица. Дальше займемся желатином. Разводить его нужно согласно инструкции на вашей упаковке. Это важно, потому как он бывает разный, и от марки зависит количество воды и процесс приготовления. У меня ушло 20 грамм на 1 литр воды. Высыпаем желатин в мисочку, заливаем 5-6 столовых ложек бульона, перемешиваем и даем постоять минут 5-7, чтобы он набух. В посуду, в которой я буду формировать холодец, добавляю еще 1 зубчик чеснока. Так делать не обязательно, ведь мы уже добавляли его в бульон, но в моей семье любят именно такой вариант. Раскладываем мясо по тарелочкам. По желанию можно добавить зелень, вареную морковь, яйцо, зеленый горошек, в общем все, что фантазия позволяет. Проверяем желатин. Отправляем его к основному бульону и тщательно перемешиваем. Заливаем мясо. И пока оставляю при комнатной температуре, чтобы он остыл, так как бульон у нас еще горяченький. Затем убираю в холодильник либо другое прохладное место. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось вот такое блюдце и одна небольшая пиалочка холодца. Холодец из куриных окороков готов. Как видите, он практически без жира, легкий и вкусный, и прозрачный, как слеза. Прекрасно застыл. Этот рецепт запеченных утиных ножек – идеальный выбор для тех, кто любит сочное и ароматное мясо с тонкими нотками пряностей. Мясо утки требует немного более времени на подготовку, но результат точно оправдает ваши ожидания. Благодаря предварительному маринованию с чесноком, лавровым листом и специями утка становится невероятно нежной и приобретает насыщенный вкус. Такой метод подходит и для приготовления целой утки, если вы хотите порадовать гостей или близких. Для приготовления я взял 5 утиных ножек, вода для маринада 1 литр. Она должна полностью покрывать мясо. 1 столовая ложка соли, лавровый лист 3-4 штучки, 5-4 зубчика чеснока, черный молотый перец, дополнительный чеснок для натирания, это где-то 5 зубчиков, и яблоки. Лучше всего брать сладкие или кисло-сладкие 2-3 штучки. В глубокую емкость налейте воду, добавьте соль, лавровый лист и очищенные, слегка раздавленные зубчики чеснока. Я их нарезала слайсами. Хорошенько перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите утиные ножки в маринад, накройте крышкой или затяните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на ночь, примерно на 10-12 часов. Такой маринад поможет размягчить мясо и наполнить его пряным ароматом. Я удалила нечаянно видео, как я заливала водой маринадом, но рецептом все-таки делюсь, потому что рецепт очень хороший. На следующий день достаем ножки из маринада. Смешайте свежемолотый перец с мелко нарезанным чесноком. Натираем этой смесью утиные ножки со всех сторон, уделяя внимание каждому кусочку. Отправляем в рукав для запекания. Яблоки нарезаем крупными дольками, удаляя сердцевину. Добавляем в рукав и плотно закрываем. Это позволит мясу пропитаться яблочным ароматом, а также сохранить сочность. Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем рукав с уткой и яблоками на противень или глубокую форму для запекания. Запекаем ножки в течение 3 часов. При длительном запекании на низкой температуре утка станет мягкой, а мясо будет легко отделяться от костей. Если рукав порвется, у меня такое случилось, я аккуратно переложила ножки в форму и накрыла фольгой, чтобы ножки не пересохли. По истечении времени достаем готовые утиные ножки из духовки, аккуратно убираем фольгу. Подавать такие ножки следует горячими вместе с запеченными яблоками, которые прекрасно дополняют вкус утиного мяса. Оно получилось очень нежным, сочным, мягким. Этот рецепт подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Подавать лучше всего с картофелем. Друзья, если у вас секреты приготовления утиного мяса, своими идеями делитесь в комментариях под видео. Если вы решили удивить своих гостей разнообразными закусками, можно сделать шикарные тарталетки из слоеного теста с курицей и грибами. Благодаря сливочному соусу закуска будет сочной и нежной. В сочетании с хрустящим слоеным тестом это просто парад вкуса. Такая закуска отлично подойдет для новогоднего стола. Порадует гостей не только внешним видом, но и вкусом.
Уверяю, что такое лакомство съедается самым первым. Для приготовления нам понадобится 300 грамм слоеного теста, 500 грамм куриного филе, 1 большая луковица, 400 грамм грибов, у меня шампиньоны, сливки 150 мл, сливки не жирные, у меня 20%, соль, перец, 100 грамм сыра, 1 яичный желток, столовая ложка молока и кунжут для украшения. Первым делом приготовим начинку. Одну большую луковицу нарезаем небольшим кубиком. Куриное филе промываем под проточной водой. Убираем ненужные жилки и нарезаем небольшим кубиком. Шампиньоны я никогда не чищу, просто промываю под водой и затем нарезаю так же, как и предыдущие ингредиенты, небольшим кубиком. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, нагреваем на среднем огне и высыпаем лук. Пассируем, периодически помешивая до прозрачности и легкой золотистости. Теперь добавляем куриное филе. Тушим все вместе 5-6 минут. Не забываем при этом перемешивать. Куриное филе должно поменять цвет, стать таким вот светлым. Теперь добавляем грибы. Снова все тщательно перемешиваем и тушим. Грибы должны отдать свой сок и уменьшиться в размере. Солим, перчим по вкусу. Когда большая часть жидкости испарится, добавляем 150 мл сливок. Они должны быть теплые или комнатной температуры, чтобы сливки не свернулись при контакте с горячими ингредиентами. Тушим все вместе минуты 3. Пробуем на вкус. Немного специй. Начинка готова. Выключаю и перейдем к формированию тарталеток. Начинку можно приготовить заранее, за день до торжества. Для формовки я буду использовать вот такие вот баночки. Здесь у меня когда-то была томатная паста, теперь я храню в них специи. Обязательно промываю, убираю этикетки и просушиваю. Берем фольгу, отрезаем прямоугольник шириной чуть больше, чем банка. Загибаю один край, чтобы он был ровным. Берем баночку и заворачиваем ее в фольгу, выше серединки банки. Подминаем низ, чтобы он был ровный. Готово. Таким образом проделываем со всеми баночками. Когда я готовила такие тарталетки в первый раз, тесто у меня намертво прилипло к банкам, а на некоторых еще сползло вниз во время выпечки. Поэтому настойчиво рекомендую использовать фольгу. Если у вас нету баночек, можно использовать стаканы с толстыми стенками, чтобы стекло не треснуло при выпечке. Теперь берем тесто, у меня тоненькое, если у вас толще, обязательно раскатайте, чтобы после выпечки оно не было слишком пышным. Вырезаем ровную полоску шириной выше серединки банки. Заворачиваем. Лишнее отрезаем. Соединяем надрез. Аккуратно подбираем донышко. Оно у нас также должно быть ровным, чтобы при выпечке баночка не наклонялась, иначе тарталетка получится кривой. Тесто тонкое, быстро нагревается, поэтому как только я сформировала одну заготовку, отправляю ее в холодильник и формирую следующую. Обрезки также соединяю между собой и окутываю еще одну баночку. Хорошо пройдитесь по швам, чтобы в процессе выпекания тесто не отклеивалось друг от друга. Из 300 грамм теста у меня получилось ровно 8 заготовок, с учетом обрезков. К одному яичному желтку добавляем 1 столовую ложку молока и перемешиваем. Берем по одной баночке и смазываем желтком. Посыпаем кунжутом. Заготовки сразу же ставим на противень, засланный пергаментной бумагой. Вот такие заготовки у нас получились. Выпекаем при температуре 180 градусов до румяности, примерно 10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовым тарталеткам даю немного остыть.
Учитывайте, что тесто очень хрупкое, поэтому аккуратно достаем банки, они очень легко достаются. И только потом достаем фольгу. С этим проблем также не будет. Формочки готовы. Теперь наполняем подготовленной начинкой. Твердый сыр измельчила на мелкую терку и выкладываю в каждую тарталетку. Снова отправляем в духовку на 2-3 минуты, можно микроволновую печь, чтобы сыр подплавился. Готовые тарталетки выкладываю на блюдо, пока не горячие, украшаю половинкой помидора черри, черной оливкой и веточкой петрушки. Выглядит такая закуска очень нарядно. Сочные шампиньоны, сытная нежная курица в сливочном соусе. И все это прекрасно дополняет румяная хрустящая тарелочка из слоеного теста. Но невозможно остановиться на одной штучке. Такое блюдо можно приготовить и на праздник, и в обычный будний день, к чаю или как перекус. Сегодня делюсь с вами рецептом очень вкусной простой закуски. Крабовые палочки в яичном блинчике. Звучит может как-то замудрено, но готовится очень просто. Если вы любитель простых быстрых закусок, этот рецепт вам точно понравится. Для приготовления я взяла 5 яиц, 180 грамм крабовых палочек, 100 грамм твердого сыра, зубчик чеснока, зелень, у меня укроп, можно петрушку, майонез, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки блинов. Первым делом подготовим начинку. Крабовые палочки можно натереть на терке, я захотела измельчить. Нарезаю их на небольшие кусочки. Твердый сыр измельчаю на мелкую терку, добавляю к нему крабовые палочки, зубчик чеснока, зелень укропа, заправляю майонезом и хорошенько перемешиваем. Готовую начинку пробуем на вкус, если нужно добавьте соль, перец. Берем яйца, ничего не добавляем, можете слегка присолить по желанию и взбиваем вилочкой до однородности. Сковороду смазываем растительным маслом только для первого блина. Выливаем небольшую часть взбитых яиц и обжариваем на среднем огне с двух сторон. Из 5 яиц у меня получилось 5 тоненьких яичных блинчиков. Даю им полностью остыть. Затем беру по столовой ложке начинки с коркой и равномерно распределяю по всему блинчику. Плотно заворачиваю и отправляю в холодильник. Перед подачей на стол достаем блинчики и нарезаем. Я обрезаю края и вот так вот нарезаю красиво наискось. Очень важно перед каждым надрезом вытирать нож салфеткой, чтобы блинчики не пачкались об начинку, которая осталась на ноже. Чтобы гостям было удобнее брать закуску, в серединку каждого кусочка я продеваю зубочистку и украшаю листиком укропа. Закуска готова. Выкладываем на тарелку и подаем на стол. Закуска получилась очень вкусной, оригинальной и легкой. Такой простой, оригинальный рецепт ваши гости точно оценят. Шампиньоны в беконе – простая и вкусная закуска, которая подойдет как на каждый день, так и на любой праздничный стол. Сочные грибочки, обернутые ароматным с легким копчением беконом, а в серединке вкусная сытная начинка. Готовится быстро, а разлетается еще быстрее. Для приготовления нам понадобятся грибы, шампиньоны, копченый бекон, 1 небольшая луковица, 2 столовые ложки сметаны и 50 грамм твердого сыра. Грибы для этой закуски лучше брать среднего или большого размера. Я взяла 5 штучек. Хорошенько моем грибы. Я шампиньоны никогда не чищу. Главное их хорошенько вымыть. Вынимаем ножку и нарезаем ее мелким кубиком. Одну маленькую луковицу нарезаю также мелким кубиком. В сковороду наливаю примерно 2 столовые ложки растительного масла. Добавляю лук и слегка пассерую. Лук должен стать прозрачным. Теперь сюда же отправляем нарезанные ножки шампиньонов.
Я беру 2 полоски бекона и нарезаю мелким кубиком. Добавляю в сковороду. Это придаст начинке вкус и аромат. Перемешиваем, тушим все пару минут. Добавляем 2 столовые ложки сметаны. Солим, перчим по вкусу. Перемешиваем и выключаем. Пока начинка остывает, берем по одной шляпке шампиньона и обертываем беконом. Чтобы в процессе приготовления бекон не раскручивался, закрепляем его зубочисткой. 50 грамм твердого сыра я измельчаю на мелкую терку. Высыпаю где-то третью часть, остальным буду украшать закуску. Перемешиваем. Кладем по одной чайной ложке с горкой начинки в каждую шляпку шампиньона. Начинки хватило как раз впрок. Перекладываем на противень. Его можно застелить пергаментной бумагой или смазать растительным маслом. Посыпаем оставшимся твердым сыром и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на полчаса. Достаем закуску из духовки. Лучше, конечно же, подавать их горячими. Хотя в холодном виде эта закуска такая же вкусная. Убираем зубочистки и выкладываем на блюдо. Закуска шампиньоны в беконе может выручить вас к приходу неожиданных гостей. Салат «Цезарь» – это классическое блюдо, которое покоряет сочетанием свежих хрустящих ингредиентов и насыщенного соуса. Мой рецепт с майонезом сделает его еще более нежным и ароматным. Куриное филе, обжаренное с паприкой, подчеркивает вкус свежих овощей, а чесночные сухарики добавляют аппетитную хрустящую текстуру. Этот салат идеально подойдет для любого случая, будь то праздничный ужин или легкий обед. Для приготовления я взяла одно куриное филе, листья салата по вкусу, батон либо багет, помидоры черри 5-6 штучек, твердый сыр, яйца. Я взяла перепелиные, но можно готовить и с куриными. Соль, перец, паприка по вкусу. Для соуса майонез 4 столовые ложки, сок лимона, примерно столовая ложка, 3 зубчика чеснока, можно меньше, твердый сыр, растительное масло, соль, перец. Количество ингредиентов для соуса можно увеличить по вашему усмотрению. Первым делом подготовлю курицу. Куриное филе разрезаю пополам, чтобы получилось 2 более тонких куска. Солим, перчим с 2 сторон, посыпаем паприкой. Оставляем мариноваться на 1 час. Можно готовить сразу. Замаринованное филе обжариваем на сковороде с растительным маслом с 2 сторон до золотистой корочки. Затем убираем с огня. Я еще заворачиваю в фольгу, даю остыть, чтобы мясо оставалось сочным. Перепелиные яйца отвариваем с момента закипания 4 минуты. Затем выключаем и остужаем в холодной воде. Приготовим соус. В чаше смешиваем майонез, чеснок, сок лимона, натертый сыр и растительное масло. Взбиваем все ингредиенты до однородной структуры. Пробуем на вкус и при необходимости добавляем соль, перец. Батон либо багет нарезаем на небольшие кусочки, посыпаем любимыми специями и сушеным чесноком. Затем подсушиваем в духовке, либо можно обжарить на сковороде. Я обжаривала на сковороде, но скажу сразу, в духовке мне больше нравится, потому что они более хрустящие получились. А я на сковороде пересушила, они прям твердые-твердые. Помидоры черри разрезаем пополам. Перепелиные яйца я отварила до готовности, также разрезаем их пополам. Небольшими кусочками нарезаем куриное филе и формируем салат. В миску отправляю листья салата. Я купила уже микс, готовый промытый. Если у вас салат айсберг, порвите его руками на небольшие кусочки. Добавляю пару столовых ложек соуса, немного овощей, яйца. Хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в соусе. Выкладываем на блюдо, которое будем подавать к столу. Сверху украшаем нарезанными яйцами, помидорами и куриным филе. Немного соуса, посыпаем твердым сыром и сухарики. Салат готов, можно подавать его к столу. Насладитесь вкусом этого аппетитного салата «Цезарь».
Уверена, его простота в приготовлении и богатый вкус покорят ваше сердце. А также не забудьте подписаться на мой YouTube канал и нажать на колокольчик. Сегодня готовим французский торт крокембуш. Это удивительный десерт, представляющий собой высокий конус из профитролей с начинкой, скрепленных карамелью. Угощение готовится довольно просто, из доступных продуктов и будет красиво смотреться в качестве украшения новогоднего и рождественского стола. Приступим к приготовлению. Первым делом приготовлю крем. Для крема нам понадобится пол-литра молока, 2-3 яйца, 100 грамм сахара, 35 грамм крахмала, ваниль и 50 грамм сливочного масла. В миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, хорошенько перемешиваем. Теперь вводим крахмал. Для десертов лучше использовать кукурузный, но если такого нету, можно заменить на картофельный. Хорошенько перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков крахмала. В сотейник наливаем молоко и ставим на средний огонь. Сразу же тонкой струей вливаем смесь из яиц. Варим крем на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. На это у вас уйдет максимум 5 минут. После того, как крем загустел, убавляем огонь и еще варим несколько секунд. Затем снимаем с огня и добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем. Я перекладываю в миску, чтобы крем быстрее остыл. Накрываю пищевой пленкой в контакт. Так крем не будет заветриваться. И пока отставляю в сторону. Чтобы пирожное имело ровную, слегка кракелюрную поверхность, формировать я буду его с кракелином. Нам понадобится 80 грамм сливочного масла комнатной температуры, 100 грамм сахара и 100 грамм муки. В миске смешиваем мягкое сливочное масло, сахар и муку. Можно добавить краситель. Если вам не хочется морать руки, можно перемешать все в чаше блендера. Крем и кракелин можно подготовить за день до формирования торта. Перекладываем тесто на одну часть листа пергамента. Накрываем второй половиной и раскатываем до толщины примерно 1-2 мм. Выкладываем на доску или другую ровную поверхность и убираем в морозильную камеру до приготовления пирожных. Теперь приготовим сами заварные пирожные. Для теста нам понадобится 110 мл молока и 110 мл воды, 15 грамм сахара, щепотка соли и 105 грамм сливочного масла, муки 135 грамм. В сотейник выливаем молоко, воду, добавляем щепотку соли и сливочное масло. Ставим на огонь. Доводим до кипения. Сливочное масло при этом должно полностью растопиться. Муку обязательно просейте, это важно, так как если в муке будут комочки, то и во время заваривания их будет сложно разбить. Не снимая сотейник с огня, когда уже у нас все закипит, добавляем всю муку. Активно перемешиваем массу деревянной ложкой либо лопаткой. Завариваем тесто в течение 1-2 минут на небольшом огне. За это время тесто должно собраться в единую массу и превратиться в гладкий комок, а на дне кастрюльки должен образоваться тоненький мучной налет. Напоминаю, что точный список всех продуктов вы всегда сможете найти в описании под видео. Заваренную часть теста перекладываем в миску и даем ему остыть. Чтобы тесто быстрее остывало, я его просто перемешивала ложкой в течение 4-5 минут. Пока тесто остывает, в миску разбейте яйца и слегка взболтайте вилочкой. Когда заварная часть немного остынет, взбиваем ее миксером и постепенно вводим яичную смесь. Я тесто чуть пересушила, так бывает, поэтому добавила еще 2 яйца. Вы смотрите на структуру теста, оно должно быть мягким и блестящим. Также тесто должно медленно стекать с лопатки, образуя птичий язычок, то есть вот такой треугольник. Готовым тестом наполните кондитерский мешок. Если у вас нет мешка, тогда возьмите обычный плотный пакет и срежьте у него уголок. Или выкладывайте тесто просто с помощью 2 чайных ложек. Противень застилаем пергаментной бумагой и с помощью мешка отсаживаем тесто в виде небольших горок на расстоянии в 3-4 см друг от друга.
Старайтесь отсаживать тесто небольшими порциями, размером буквально с перепелиное яйцо. Если боитесь делать пирожные разного размера, нарисуйте с помощью обратной стороны насадки круги диаметром 2,5 см. Достаем из морозилки кракелин и вырезаем ровные кружочки, той же насадкой для крема. Диаметр 2,5 см. Он очень быстро нагревается и кружочки легко ломаются, поэтому я сначала вырезаю кружочки, затем снова отправляю в морозилку на пару минут. Затем достаю и, как видим, кружочки быстро отходят от пергамента. Остальной кракелин разминаем руками, снова раскатываем и замораживаем. У меня ушел полностью весь кракелин. Выкладываем их поверх уже высаженного теста. Заварное тесто может стоять при комнатной температуре, с ним ничего не случится. 10 пирожных осталось без шапочки. Это не страшно, хвостики на тесте можете пригладить смоченным в воде пальцем. Выпекай профитроли в заранее разогретой духовке первые 20 минут при температуре 200 градусов. После чего снижаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 15-20 минут до красивой румяной корочки. Кстати, очень важно, первые 20 минут дверцу духовки не открывайте, иначе профитроли могут опасть. Готовые профитроли достаем из духовки и оставляем остывать. Время указано приблизительно, ориентируйтесь по своей духовке. Чтобы ускорить процесс приготовления, заварные пирожные можно сделать накануне вечером. В таком случае свежеиспеченные и полностью остывшие профитроли переложите в пакет либо контейнер с крышкой и оставьте при комнатной температуре до следующего дня. Сейчас покажу в разрезе. Хрустящая корочка и пустая серединка. Отличный результат. Переходим к формированию торта. Профитроли делаем небольшую дырочку с помощью ножа. Крем я переложила в кондитерский мешок. Отрезаем кончик и наполняем пирожные. Можно немного прокрутить в руках, чтобы полностью заполнить пустоты. Так поступаем со всеми заготовками. Кстати, из указанного количества ингредиентов у меня получилось 82 штучки. Если у вас останутся лишние заготовки, у них всегда можно спилить шапочку и в серединку положить салат или любую другую начинку. Будут такие вот тарталетки из заварного теста. Из картона формирую конус. Обрезаю низ, чтобы конус стоял ровно. Высота 35 см. Сверху обернула пергаментной бумагой и закрепила степлером. Можно скотчем. На следующем этапе приготовим карамель. Нам понадобится 150 грамм сахара, 50 грамм сливочного масла и 70 мл молока. Карамель приготовить несложно, но при работе с ней нужно быть очень и очень аккуратным. Сахар высыпаем в сотейник с толстым дном. Ставим на плиту на средний нагрев. Сахар не перемешиваем, а только иногда можно потрясти или наклонять сотейник из стороны в сторону, чтобы сахар не горел. Когда большая часть сахара растопится, можно аккуратно от краев к центру начинать перемешивать. Ждем, пока сахар полностью растворится. Важно не пережечь на этом этапе, иначе карамель будет горькая. Как только сахар достиг янтарного цвета, выключаем плиту. Вводим сливочное масло комнатной температуры и перемешиваем до полного объединения. Когда все объединится, добавляем горячее молоко. Осторожно и тщательно все перемешиваем. Снова включаем плиту. Масса очень горячая и активно образуется пар и брызги. Бережем руки. Варим примерно 1 минуту. Как вариант, вместо карамели для сборки торта можете использовать растопленный и чуть остывший шоколад. Выбор шоколада белый, черный или молочный полностью на ваш вкус. Но с карамелью мне нравится намного больше. Готовую карамель снимаем с плиты и даем ей немного остыть. На этом этапе карамель жидкая и может быть слегка неоднородной структуры. Пробиваем погружным блендером, карамель станет однородной и более светлой. Переливаем в сухую мисочку и убираем в холодильник. Такая карамель может храниться до 2 недель. Этот вариант мягкой карамели. Если вы хотите, чтобы она хрустела, тогда просто будет достаточно растопить сахар. Собираем пирамидку.
В горячую, только что сваренную карамель окуните низ профитролей. Закрепляем их, начиная снизу, вокруг конуса. Пирожные лучше делать небольшие, так они аккуратнее смотрятся в готовом десерте. Формировать так не обязательно, но в таком виде торт получится более нарядным. Слой карамели постарайтесь сделать не очень толстым, чтобы хватило на все пирожные. На одну пирамидку высотой 35 см понадобится около 60-70 профитролей небольшого размера. Вот такая симпатичная елочка получается. Но это еще не все. Растапливаем грамм 80 сахара, как мы это делали для карамели. Пока карамель горячая, окунаем в нее вилку и тянем вверх. Должна получиться тоненькая ниточка. Обматываем ею вокруг елки, пока она не порвется. Затем повторяем процедуру. Карамель быстро остывает, если нужно, подогрейте ее и снова обматываем ниточкой торт. Количество нитей выбирайте сами. Остатки карамели можно вылить на пергамент, когда остынет, разломать, будут небольшие сахарные конфетки. Украшать торт карамельными нитями нужно за 1-2 часа до подачи, так как карамель очень прихотливая и эти нити со временем начинают таять. Традиционно кракембуш украшают свежими или сладкими цветами. Я использовала сладкие сахарные снежинки, заказала их в интернете. Приклеить их можно с помощью карамели или растопленного шоколада. Французский торт кракембуш из профитролей готов. Точнее, из пирожных шу готов. При подаче торт не разрезает, а просто разбирает на пирожные. Вот такая красивая карамельная корочка получается на пирожных. Приготовление торта не столько сложное, сколько трудоемкое. Процесс достаточно длительный, но очень увлекательный. Чтобы ускорить процесс приготовления, советую накануне вечером приготовить заварные пирожные и заварной крем, а в день подачи уже наполнить профитроли кремом и собрать торт. Кстати, чтобы значительно упростить процесс приготовления, вместо карамели можете взять растопленный шоколад. С ним торт получится таким же вкусным, а приготовление будет гораздо проще. Друзья, как вам такой рецепт? Свои отзывы и идеи пишите в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой. Бутерброды я сегодня подавала из тостового хлеба. Разрезала его пополам, затем сворачиваем кончики так вот нахлёст друг на друга и закрепляем зубочисткой. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов до легкой румяности. Даем немного остыть, убираем зубочистку и наполняем творожным сыром. Сверху кусочек семги, огурчик. Вот такие интересные, красивые бутерброды. Если вам интересно посмотреть другие варианты бутербродов, ссылку оставила в описании под видео. Вот такой разнообразный и аппетитный праздничный стол у нас получился. Надеюсь, эти рецепты вам понравились и вдохновят вас на создание особенного настроения для ваших гостей. Если вы хотите видеть еще больше интересных идей для праздников и будней, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте заглянуть в описание. Там вас ждут ссылки на другие варианты праздничного меню. Спасибо, что были со мной. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.